Как же я обожаю «Аватара». Это мой любимый фильм. А какие там персонажи. А еще есть игра на кнопочном телефоне. По оформлению уже понятно, что игра очень качественная и даже дорогая. Еще она весит целый мегабайт. Выглядит замечательно. Завезли кучу добротного текста. В описании уровня, на экране загрузки, да даже во время уровней куча диалогов. Все это пропитано такой атмосферой и так хорошо подано, что я даже спрашивал себя: стоп, мне что, нравится «Аватар»? А благодаря этой музыке напоминает Зельду или Final Fantasy. В общем, игра ощущается как большое качественное приключение, сделанное настоящими мастерами своего дела. Что идеально для меня, потому что в последнее время играл не в самые лучшие игры. Обожаю, как наш персонаж круто появляется на экране. Он скользит, прыгает, в общем, он един с природой. Потом достает гребаное ружье. Не волнуйтесь, его отберут потом, и мы научимся использовать палку и лук, что больше подходит для сеттинга. Они еще слабее пушки. То есть игра тебе дает привычное для персонажа оружие, отбирает его и меняет на полностью новое, к которому не привык. А это прикольно. Стрельба не простое дополнение, а необходимость. Ведь чаще всего полезнее стрелять во врага, чтобы не получить урон. Игра представляет из себя типичный экшен-платформер, сделанный по классической, давно проверенной формуле Gameloft. Есть куча известных нам по другим играм препятствий, причем не только от них, так что тут вопросов нет. Пока что. Игра чувствуется более видеоигровой, чем другие мобильные игры. Я люблю их называть кинематографичные квиктайм-ивенты, потому что вы постоянно проходите эти полностью линейные уровни, где должны нажимать на кнопки идеально, чтобы что-то произошло на экране. Тут же игра вам дает дышать, разрешает ошибаться. Есть челлендж и обоснованные наказания. Но знаете, как в нормальной игре. Вы проигрываете, и у вас есть шанс исправиться. Вы не должны делать все идеально. Пока что. Мы собираем эти штуки для апгрейдов. Показалось, что это кристаллы, но нет. Это какие-то феи. В общем, их так много разбросано, кажется, уровни просто огромные. Но, насколько понял, развилок нет. Самое плохое в этой игре — это не враги, а растения, которые быстро убивают. Они просто повсюду, и их невозможно уничтожить, только уклоняйтесь. Есть апгрейд, который делает так, чтобы они якобы оставили вас в покое, но не заметил разницу. Прикол в том, что в игре есть континью, и если потратите все, то начнете сначала. Из-за этого растения становятся вашими главными врагами, ведь именно из-за них вы будете начинать сначала. Есть лианы, не такие плохие, пока что. Чекпоинты выглядят как эти вуду штуки, прикольно. Лазание прямиком из Revelations, круто прыгаем на батуте. Персонаж такой счастливый, когда получает кучу фей. Офигеть, можно развиваться в 6 направлениях. К концу игры купил все, что хотел. Вау, Думгай. Что такое? Это крюк. Довольно полезен в лесу, знаете ли. Тут худший крюк из всех игр на свете. Вы его бросаете и можете раскачиваться только по тому тросу, которого вы бросили, который определенной длины. То есть, если вы хотите спуститься, то должны спрыгнуть и в ту же секунду бросить его еще раз, чтобы получить трос побольше. Хотите раскачиваться ниже, невольно нажимаете кнопку вниз и падаете, потому что трос недостаточно длинный. А еще когда нажимаешь на кнопку, непонятно, если сработало, ведь задержка приличная. То есть иногда, когда вы над пропастью, вы должны прыгнуть, подождать 1 миллисекунду, чтобы получить трос нужной длины, нажать на кнопку и надеяться, что зацепитесь. Не нажимайте дважды, ведь вы отпустите крюк на ту же кнопку, на которую бросили. Короче, худшая механика на планете. Можно молиться. Нет, не чтобы получить крюк, а чтобы получить больше фей. Всегда приятно. После этого уровня нашел такой алтарь только к концу. На 3-м уровне все серое и задник плывет, а после портал показывает нам, что будет пожар. Отлично. Теперь куда мне? Уровень заканчивается. Есть такая стрельба. Хорошо, что стреляем автоматически, иначе пришлось бы долго нажимать. Эти уровни не такие сложные, как в Ассасине. Хотя бы потому, что у вас есть кнопка, которая моментально уничтожает всех врагов на экране, и за это всего-навсего берут 1 ячейку жизни, которую и так бросают враги после поражения. Врагов и так легко победить, так что эту атаку стоит использовать лишь когда на экране куча снарядов, и вы не хотите уклоняться. Как только используете, все исчезнет. Эта атака есть и на обычных уровнях, но не использовал, потому что, опять же, враги не самое худшее, что есть на этих уровнях. И да, тут игра уже не выглядит так круто, но этот большой корабль прикольный. 5-й уровень все меняет. До этого игра не торопила, вы проходили как хотели. Сейчас у нас таймер, нужно в спешке
спешке пройти уровень и начинаешь ценить, как все быстро работает. Но посмотрите, как умело передвигается персонаж на такой скорости. Однако проект все еще является кривой игрой на кнопочном телефоне. Так что все не так сладко. Тут нашел хитрость. Если будете бить, то не получите урон, ведь из-за анимации атаки меняется хитбокс и враг не попадет. Эта база кажется последним уровнем, потому что она просто огромная. Но нет, уровней еще дофига. Классная защита. Нужно прыгать с уступа, но это можно делать только на краю. Не буду объяснять, почему это не всегда удобно. О, смотрите, тянем огромный шар. Мне не хватало уникальных механик, которые появляются только один раз. Это же Java. Эта локация напоминает Ninja Gaiden. Тоже много этажей, лестниц, да и желтая она. Этот босс достаточно прикольный, даже если ломает пальцы. Нужно выстрелить из лука, потом подняться по лестнице и после на босса прыгнуть. Не забывайте быстро нажимать на 5. Вот только когда вы стреляете из лука, персонаж замирает. Так что, чтобы прыгнуть, вы должны вновь нажать на кнопку стрельбы, чтобы убрать лук. И только тогда сможете прыгнуть. Но босс быстро просыпается после выстрела. Так что вы должны на большой скорости нажать на стрельбу, выстрелить, убрать лук, прыгнуть, подняться и прыгнуть. Но видите, сломаете пальцы. На предпоследнем уровне вы всегда над пропастью. Постоянно должны прыгать. А на вашу голову падают булыжники. Но самая сложная часть уровня вот тут. Да мне даже больно объяснить, что тут происходит. Короче, падают булыжники на платформах, которые падают. Нужно подождать, пока они остановятся, чтобы вы смогли бегать по платформам. И после худший момент с крюком. Вы не можете его бросить на земле, только в воздухе. Это пугает, когда под вами пропасть. Эти штуки, за которых нужно зацепиться очень высоко, и до них фиг достанешь. А после надо прыгнуть под скалу. Но, конечно, у вас не получится это нормально сделать, если длина троса маленькая. На этот раз нужно молиться, чтобы зацепились крюком слева, и потом нужно прыгнуть налево. Как я не пытался, у меня ничего не получалось. У меня ушло 12 минут. Хотел бросить игру. И потом решил не стараться даже. Как вы видите, я просто нажимал очень быстро на крюк в надежде, что у меня хоть что-то получится. И ведь получилось. Несколько раз долетел до назначения. Но тут меня постоянно съедали растения. Мне казалось, что прыгнуть мимо них невозможно. Так что и их решил использовать в свою пользу. Когда вас съедают, вы можете быстро нажать на огонь, чтобы выбраться. Это сложно сделать, потому что нужно переключить палец с прыжка на огонь. Но если приготовиться, то нажатием на огонь вы освободитесь от растения и пропустите большую часть уровня. И вот после моих страданий, после того, как потерял все континью, когда у меня была всего одна последняя жизнь в конце этого уровня, которого не собирался перепроходить никогда больше. Игра зависла, и я не смог пройти дальше. И перепрошел за 5 минут. Последний уровень до жути легкий, даже приятно. Но, конечно, понимаю, что это только начало. В конце атакует мех, а после сложный босс, который постоянно телепортируется. В него нужно выстрелить, пока он стреляет по вам. Это можно сделать только из определенного угла. А пока вы туда дойдете и вытащите лук, он уже успеет выстрелить по вам. А потом исчезнет и придется вновь бегать в укрытие. А потом в угол и достаете лук. Ну или можете спамить, чтобы быстрее пройти, как и в любой другой игре на кнопочном телефоне. Изначально я хотел пересказать сюжет, потому что он мне очень сильно понравился. Но, судя по моей памяти, он повторяет фильм. Так что не хотел рассказать то, что уже могли знать, даже если понравилось. Эта фигня такая кривая, но такая прикольная. А в следующий раз мы посмотрим на, не знаю, на DS-версию, которая копирует Зельду, на Android игру. У Аватара куча игр.